Вот решил записать ролик по дороге на работу, поэтому заранее извиняюсь за фоновые шумы, которые могут быть из-за того, что еду в машине, из-за погоды на улице. Также может быть небольшая встряска иногда камеры, потому что дороги в Канаде довольно-таки ужасные. Это все-таки вам не Германия. Тут качество асфальта, который ложь на дорогах, очень слабенькое, потому что каждый раз, когда убирают снег, вырывают куски асфальта, и они не сильно вкладываются в это дело, даже когда летом чинят эти дороги. Они их иногда просто латают, иногда, когда слишком большие ямы и так далее, они да, меняют куски асфальта, но как вы увидите по дороге, все эти встряски будут, это чисто из-за того, какие дороги в Канаде. Значит, это вот, хочу еще раз сказать, что все, что публикую, это мое личное мнение, не всегда объективное, потому что тяжело быть объективным в этой ситуации. И иногда бывает тоже, я вот заметил, я стараюсь исправлять в описаниях, если я замечаю какие-то неточности, которые я сказал, но обычно неточности это могут быть в названиях, иногда перевод, как бы, потому что русский язык мой родной язык, конечно, но я уже больше 30 лет не жил в русскоязычной стране, поэтому как бы иногда бывают всякие нюансы, запинаюсь и так далее. Значит, говорили мы про политику, была там небольшая ошибочка в видео. НДП это новая демократическая партия. Так они в своем представлении видят новую демократию, чистый коммунизм, диктатура и так далее. А не национальная демократическая партия. Это немножко у меня вышел, говорят на английском, overlap с национальной партией Канады. Вот, в описании я написал, что есть небольшая ошибка в видео, но ошибка незначительная, только в названии. На суть это не влияет. То, что они говорят и делают, это то, что они говорят и делают, как я и рассказал. Вот. Теперь хочу это была просто подготовка для людей, которые не знают сильно о политике Канады. Теперь перейдем к сегодняшним событиям. Иногда будем затрагивать события прошлого чуть-чуть, чтобы дать контекст, но в большинстве своем поговорим о сегодняшних проблемах, о короне в Канаде, какие решения канадское правительство считает, что должно быть и так далее. Значит, как и во всем мире, корона шла в Канаду где-то в районе февраля-марта 2020 года. Сначала был шок, как и во всем мире. Закрыли нас полностью. С середины марта до начала июня открыты были только продовольственные магазины. Работали только люди из дома, которые могли работать из дома. Те, кто не могут работать из дома, просто сидели дома. Платили пособия по безработице. Большой плюс в канадском правительстве либеральном на тот момент — это то, что они действительно помогали деньгами и людям, и бизнесам. И да, это взяло время, пока они начали, пока они решили, пока они это вот. Опять же, было введено положение чрезвычайное, чрезвычайное положение по всей Канаде и на федеральном уровне, и на провинциальном уровне. Оно вводится обычно на короткий срок, но его можно постоянно обновлять. И вот мы уже 2 года в пандемии, и оно до сих пор все обновляется. И мы уже 2 года живем при чрезвычайном положении. И провинциальном, и федеральном. Опять же напомню, каждая провинция имеет свою полицию, в принципе. Есть, конечно, федеральная полиция, как ФБР в Америке, так тут есть RCMP, но по большей части каждая провинция имеет свою полицию, имеет свое правительство, имеет свои законы, имеют свои налоги, и имеют налоги и на доход, и потребительские налоги. Отклонюсь чуть-чуть от темы короны и протестов.
только пояснить чуть-чуть. Значит, в плане налогов я не экономист, но я плачу налоги, поэтому знаю плюс-минус, как это работает. Есть все налоги, которые есть в Канаде. Есть федеральная часть налога и есть провинциальная часть налога. Федеральная часть налога одинаковая для всех провинций. Провинциальная часть налога варьируется от провинции. Есть провинции, у которых это выше, есть провинции, у которых это ниже. Поэтому как бы на подоходный налог, налог с дохода, который вы имеете, платится один раз, но там внутри сразу есть две части, и федеральная, и провинциальная, и платится на федеральную налоговую службу, а та уже выплачивает провинциальной провинции ее часть. То же самое с потребительским налогом. В некоторых странах потребительский налог уже внутри цен на продукты. В Канаде он всегда пишется отдельно. Ну, так это получилось, и в принципе есть какой-то смысл в этом, потому что в Канаде, из-за того, что страна все-таки немного социалистическая, не все продукты обладаются потребительским налогом. Например, продукты питания базовые, как хлеб, молоко и так далее, они не облагаются потребительским налогом вообще. Так сказать, базовая корзина питания. Если вы хотите купить шоколадку, например, да, шоколадка облагается налогом, потому что это уже считается люкс, это считается не обязательная покупка. На детские вещи, например, тоже идет уменьшенный налог потребительский. Насколько я помню, это федеральная часть налога просто отсутствует. Существует только провинциальная часть налога. Но опять же, может быть неточность там, я не до конца уверен, поэтому прошу заранее извинить, если что-то не так. Вот. Но это как бы просто, чтобы показать разделение между провинциями и федералами. Поэтому и с короной есть ограничения, которые сделаны на федеральном уровне, есть ограничения, которые сделаны на провинциальном уровне. Поэтому и чрезвычайное положение введено было и на федеральном уровне, и на провинциальном уровне. На федеральном уровне чрезвычайное положение помогало, и поэтому оно было изначально введено, помогало принимать решения без созыва депутатов, потому что депутаты тоже сидели дома. Тогда еще не было так сильно развито вот это вот общение по интернету, конференции по интернету, видеоканалы и так далее. Это только из-за короны, в принципе, это очень сильно поднялось. Поэтому все сидели дома, включая депутатов, и правительство вело чрезвычайные меры для того, чтобы, в принципе, принимать решения, которые помогут канадцам и помогут правительству справиться с эпидемией без ожидания созывов депутатов, голосований и так далее. То же самое на провинциальном уровне. Тем более, что многие ограничения, которые были введены, они изначально переступают через конституционные права канадцев. Есть такое понятие, есть документ такой, который называется Charters of Rights, который, в принципе, описывает все права канадцев, как святое такое, это вот демократический оплот. Входит в то, что канадцы вольны ходить куда хотят, ездить куда хотят, говорить что хотят и так далее. Все, что надо было сделать для фундамента демократии. Вот. Значит, многие ограничения приступили этот конституционные права, поэтому и было введено вот это чрезвычайное положение, для того, чтобы они смогли легально это сделать. Потому что, например, вот то, что они закрыли нас дома на 2,5 месяца, для того, чтобы не дать распространению короны по Канаде, это как бы приступает права канадцев по конституционные права канадцев по этому документу. Потому что канадец по этому документу имеет право ходить, ездить и делать, что хочет. А тут они сказали: нет, ты не можешь никуда ехать, ты должен сидеть дома, поездка должна быть только за продуктами и так далее. И те, кто работают в таких местах, как продовольственные магазины, водители грузовиков, попрошу заметить, это очень важно для контекста протестов. Водители грузовиков имели право ездить что, как, где хоть надо,
для того, чтобы привозить продукты, продовольствие и так далее. Но большинство рабочих, которые в сфере услуг, в сфере служб, банковские рабочие работали, потому что людям нужны были деньги все-таки. Как бы, ну вот, по самому минимуму, большинство людей должно было сидеть дома, и даже рабочие, которые работали не из дома, они все равно должны были после работы возвращаться сразу домой. Закрыто было все, садики, школы. Вот эти были первые ограничения, которые были введены вместе с чрезвычайным положением. И не буду спорить, правильно или нет. Я считаю, что да, правильно. На тот момент правительство поступило правильно. Это да, помогло, это да, остановило продвижение короны. Вот. И это было как бы первые 2,5 месяца короны. Потом увидели, что да, смогли тормознуть продвижение короны. Ввели ограничения, что ходить только в масках внутри помещения, держать дистанцию 2 метра в магазинах и так далее. И вот с этими ограничениями мы начали открываться потихоньку обратно. Открылись садики, учителя все в масках, открыли школы. Ну, школы тогда не открылись, потому что это как раз было лето, школы открылись позже, в сентябре. Вот. Но в принципе вот так вот с этими ограничениями начали пытаться вернуться к жизни. Это да, в принципе получалось. Ограничений до сих пор было довольно-таки много. Работать было нелегко и так далее. Но справлялись как бы. И потихоньку вот стало улучшаться положение, возвращались к жизни. Потом ограничения начали потихоньку ослаблять. Ну, потому что увидели, что уже не такая большая проблема, не так много больных, и в больницах это все. И, кстати, хочу заметить насчет больниц, что все правительства говорили, самое главное, почему надо ограничить количество больных, это потому что канадская здравоохранительная система не выдержит, если будет много. Вот. Канадская здравоохранительная система — это проблема, очень большая проблема. Ну, знаете, как и все бесплатное, уровень бесплатный. Поэтому уровень ужасный. Иногда можно ждать несколько лет, чтобы увидеть специализированного врача. Если что-то очень срочное и серьезное, то, понятно, можно поехать в больницу, там тебя полностью обследуют. Но там надо будет посидеть часов так 12-14 в приемном покое. И многие люди просто стараются даже не ехать, потому что, ну, как бы долго сидеть, и непонятно вообще, примут или нет, и непонятно, чем они могут помочь. Но здравоохранительная система Канады — это в принципе, другая тема для разговора. Тоже я попробую сделать ролик насчет здравоохранительной системы, ее проблемы. Но вот продолжим насчет, опять же, я сейчас немного это затронул, потому что есть контекст к ограничениям короны, к протестам и так далее. Ну, начали жить, короче, потихоньку. Рестораны и оздоровительные клубы все были закрыты до сих пор, потому что там, чтобы кушать, пить и так далее, надо снимать маску. В здравоохранительных клубах просто очень большое количество народа, поэтому как бы тяжело держать дистанцию. Считалось, что они очень сильно помогают распространению короны, поэтому их все равно держали закрытыми. И очень долго. Они были закрыты где-то год, наверное, а то и может быть больше. Все остальное продолжало возвращаться в жизни, помогали деньгами. Опять же, большой плюс, не знаю, или другое правительство помогало бы так, как помогало федеральное правительство, но как помогало либеральное правительство. Тоже в этом есть свои нюансы, потому что очень много денег, которые в принципе помогали, оно было просто разбазаривалось. Например, помогали с зарплатами, выплачивать зарплаты рабочим для бизнесов. Хочу заметить, что федеральные партии тоже подали на эту программу и тоже получили деньги с этой программы, хотя в принципе они должны жить только за счет взносов и donations, как бы, когда люди просто дают деньги на какое-то святое дело. Опять же, я уже не помню точно, как перевести это, но попробую вспомнить. Это, о боже, не помню.
как перевести точно. Ну, донация — это когда вот даешь, например, в организацию, которая занимается чем-то хорошим, и ты даешь им деньги, потому что они считаются не для выручки организации, они именно занимаются всякими социальными делами, то есть ты даешь им деньги, чтобы они помочь им, как бы даришь им деньги, на это тебе дают декларацию, можно потом получить немножко сброс от налогов. Ну вот, короче, партии должны жить за счет взносов членов партии и за счет подачек, скажем так, от людей, которые поддерживают эту партию. Но они все равно взяли деньги с этой программы, хотя, опять же, они бизнесом не считаются, но вот увидели возможности, взяли. А что нет, как говорится, если дают, бери, бьют, беги. Вот. Ну, короче, вот такие вот были ограничения. В принципе, в конечном итоге ограничения сходились к тому, что, опять же, ездить никуда нельзя было за границу, только если очень надо, как они тут это называют, essential, что обязательно, так сказать, для работы или для дипломатических миссий и так далее. Просто отдыхать за границу ездить было нельзя. Ну, вот так вот мы жили, в принципе, почти что год. Потом появились вакцины, начали людей вакцинировать. Тоже была серьезная тема с вакцинами. И тоже будет отдельный ролик, я думаю, про вакцины, которые есть в Канаде, как вообще происходило вакцинирование канадцев. Но вот вышли вакцины, и тут же начали всех уговаривать делать вакцины. Кричали, что это безопасно, кричали это вот. И опять же будет ролик про вакцины, где мы поговорим насчет безопасности. У меня фактической проблемы с вакцинами нету, как вакцинами, и с наукой тоже. Но вот я объясню свою точку зрения, когда буду говорить про вакцины отдельно. Ввели вакцинацию, начали кричать, что вот давайте вакцинироваться. В ту секунду, что 75% от населения будет вакцинировано, произойдет, так сказать, вакцинирование толпы, если перевести это дословно. Ну, из-за того, что как бы большинство будет вакцинировано, то COVID в принципе уйдет. Корона уйдет и не будет больше. Надо 75%. Ну вот начали вакцинировать людей. Помогало, не помогало, как бы потом оказалось, что да, есть процент, что все равно можно заболеть с вакциной, но она в принципе, да, помогает с симптомами, как бы человек не настолько сильно заболевает. Тогда еще была корона, которая называлась вариант альфа, первый вариант. И вот люди вакцинировались. К 1 сентября, в принципе, отвакцинировали где-то 77-80% от канадцев, по крайней мере у нас на провинциальном уровне. По самой Канаде цифры менялись, потому что были провинции, где люди быстрее шли вакцинироваться, провинции, где люди медленнее шли вакцинироваться. Ну вот как бы так в принципе получалось с вакцинацией. Конечно же, после того, как дошли до 75%, 78%, корона не остановилась, люди продолжали заболевать, начали давить, что вакцинировать надо больше. Когда отвакцинировали 90% от взрослого населения, кстати, вакцинации были с 18 лет и старше, отвакцинировали где-то 90% взрослого населения, увидели, что корона не останавливается, и к этому еще и нагрянул вирус, вариант Дельта, который, оказалось, немножко забил на все эти вакцинации, и то, что ты вакцинирован, не означало, что ты не заболеешь Дельтой. Но сказали, что эффективность сразу же упала, конечно, на 60%, 70%, даже по предварительным данным. Но сказали, что все равно это помогает, чтобы не было госпитализации слишком много, чтобы не было смертей слишком много. Вот. Но, в принципе, уже большинство было вакцинировано. И сказали, окей, ребята, надо толкать вакцины. Что делать дальше? Давайте начнем вакцинировать детей с 12 лет. И так как детей с 12 лет тоже определенное количество, мы сразу начнем думать о детях, которые с 5 до 11 лет. Но люди стали уже не так сильно бежать делать вакцинации детям, потому что все-таки это дети, и вакцина довольно новая, непонятно, какие у нее долгосрочные эффекты будут и как это повлияет на жизнь детей. Поэтому они решили ввести паспорта ввели, кстати, в очень многих странах Европы.
в Австралии, в Новой Зеландии и так далее. Они попробовали вести даже в Америке, там совсем другие вещи начались. Есть штаты, которые да заставляют, есть штаты, которые не заставляют. Но вот в Канаде ввели паспорта на вакцинацию, что уже немножко приподняло глаза, как бы сказали, что ребята, если вы начинаете определять людей на вакцинированных, невакцинированных, это уже проблема. Типа, вакцинированные не имеют права ходить ни в рестораны, ни в кинотеатры, не ехать за... Они как бы могут поехать за границу, но им надо сидеть потом 2 недели дома по приезду в карантине, чтобы убедиться, что у них нет короны. Ввели эти паспорта, и уже начался ропот, так сказать, который в принципе шел к тому, что в конечном итоге это поднимется в протест в этом плане, потому что опять же детей не все хотели вакцинировать, даже вот я, например, вакцинированный, но я своего сына вакцинировать не собираюсь, вот ему исполнилось 12 лет, я не собираюсь его вакцинировать, мне плевать, что они скажут. Я с ним серьезно поговорил, объяснил ему ситуацию, сказал, я не считаю, что это правильно рисковать твоей жизнью и твоим будущим на данный момент, и просто не будем ходить в рестораны, не будем ходить в какие-то определенные места типа кинотеатры, где требуют вакцинацию. Надеюсь, что все это, опять же, я надеюсь, что все это временно, поэтому в какой-то момент это прекратится. И это вот еще одна точка к протесту. Вот, теперь получается, что, опять же, начался дележ людей. Но они заметили, что люди, все равно как бы достаточно серьезно приняли решение, не хотят вакцинироваться до сих пор, хотя им не дают ходить в рестораны. Началась давка, начали прессовать. И вот тут вот федеральный премьер-министр показал, кто, что и как он просто начал, мало того, что он разделил людей на вакцинированных и невакцинированных, он просто начал вакцинированных спускать с цепи на невакцинированных, абсолютно точно обвиняя невакцинированных в том, что они эгоисты, и в том, что из-за них вся Канада, у всей Канады есть корона, и именно из-за них люди умирают. И, короче, вот начал нести вот такую вот пургу, обвиняя их во всех грехах своих и не своих, в эпидемии и так далее. И начался серьезный раскол общества, потому что даже те, кто вакцинированы, как я, многие считали, что это совсем неправильно, что нельзя так говорить. Кроме этого, начали вспоминать обещания, когда сказали, что 75% вакцинированных мы будем свободны от короны, потом сказали 85% мы будем свободны от короны, мы уже перешли все эти числа, потом сказали, что дети переносят корону, надо детей вакцинировать, уже и детей достаточно много вакцинировать. Короче, все, что они говорили, в принципе, поэтапно делалось, но корона как была, так и осталась. Причем пришла дельта, от дельты начали умирать серьезные люди, она оказалась намного серьезнее, чем альфа, и передавалась намного быстрее. И начали умирать люди, причем начали даже умирать люди, которые были вакцинированы полностью. И болели люди, которые были вакцинированы тоже. А сейчас, так как процент невакцинированных стал достаточно маленьким, а количество заболевавших продолжало расти, то люди сказали, окей, что-то тут не так. Но не может же быть, что только невакцинированные болеют, их мало, а больных много. И умирают люди, и в большинстве своем пожилые, и тоже пишут о них, что вот они были вакцинированы. Значит, что-то происходит, что-то тут не так. Потом они заявили, что два укола это мало, надо делать 3-й укол, потому что после полугода эффективность вакцины падает почти что на 0. Но вот если сделать 3-й укольчик, тогда она поднимется на 95%. Ну вот, поднялась она на 95%, сделали, многие люди пошли делать 3-й укол, я не делаю, не собираюсь, потому что на данный момент дельта уже не доминирует, а доминирует с декабря месяца вариант, который называется омикрон. Теперь, омикрон это в принципе должны были быть хорошие новости для мира, потому что серьезность заболевания была намного меньше, чем предыдущие варианты, а распространение было намного больше, это стало больше походить на грипп. Да, люди до сих пор умирают, но от гриппа люди тоже умирают. И вот это стало больше походить на грипп. Теперь, уже доказано на сегодняшний день фактами, научными фактами и статистикой,
что простая вакцинация, вот Pfizer, Moderna, они не влияют на распространение омикрона. Потому что люди, которые вакцинированы с 2 уколами, с 3 уколами, все равно заболевают омикроном. Все начали это понимать по всему миру, потихоньку начинать думать, что делать дальше. Pfizer это понял уже давно, поэтому он сказал, что он собирается сделать, что он изобрел новую вакцинацию специально для омикрона. Будет готова где-то в марте. Опять же, есть еще там тоже развитие небольшое, расскажу, когда буду говорить про сами вакцины. И вот поняли, что омикрон не влияет. Теперь правительство продолжало давить на продажу этих вакцин, не на продажу, а на делание этих вакцинаций. Есть определенные конспиративные теории в плане того, почему они так сильно давят, о том, сколько денег они получают и так далее. Есть даже теории, поддержанные фактами, насчет канадских компаний, которые изобрели частично технологию этой вакцины и получают деньги с каждой прививки, которая сделана по всему миру от этой вакцины. И как бы вот так вот. Плюс, опять же, существует очень серьезный аспект в том, что если люди боятся, ими легче управлять. Поэтому правительство продолжает запугивать людей насчет болезней, насчет последствий и старается держать их в узде, заставлять брать вакцины и так далее. Ну, как-то вот люди начали потихоньку роптать, 2 года, надоело, то все, но ничего серьезного не было. И вот правительство Канады и Америки решили, что водители грузовиков, которые ездят на сообщениях между Канадой и Америкой, возят грузы, тоже обязаны быть вакцинированы. Раньше этого не было, не предпринималось, потому что они считались essential, типа обязательные рабочие, без которых нельзя, и не хотели терять невакцинированную часть этих рабочих, поэтому раньше они об этом это не делали, но вот они решили сделать. Теперь в Америке они сказали, что сделают это в январе. В Америке поднялся небольшой ропот. Все сказали, знаете что, давайте оттолкнем это до февраля месяца и посмотрим, как будет дальше. А канадцы вначале начали говорить, что да, мы тоже, наверное, это делаем, но потом вот наш премьер-министр, как мы уже говорили о нем, серьезный нарциссист такой, он сказал, что знаете, нет, не хочу ничего отменять, не хочу ничего. Вот 15 января. Ну, теперь водители грузовиков частично, которые были не вакцинированы, и даже некоторые, которые да, были вакцинированы, начали говорить, что ребята, мы все 2 года считались для вас героями, потому что мы не вакцинированные ездили в Америку, рисковали заболеть, рисковали умереть, наши семьи рисковали, потому что мы могли их заразить и так далее. И мы были для вас всех героями, как парамедики, как врачи, как медсестры. Кстати, медсестр очень много уволили или насильно заставили вакцинироваться. Например, в Квебеке на тот момент, когда ввели обязательную вакцинацию для кстати, я забыл заметить, федеральные работники все обязаны вакцинироваться или просто не работают. И во многих местах работы тоже начали писать в контрактах, что ты обязан быть вакцинирован или ты не будешь работать. Так вот, они сказали, что как так может быть, что полицейские, парамедики, водители грузовиков, медсестры, врачи все считались героями все эти 2 года. А сейчас, если они отказываются вакцинироваться, то они враги народа. Вот такая вот тематика пошла, и начал подготавливаться протест. Они заранее сказали, что ребята, мы едем в Оттаву протестовать против вот этого вот последнего введения. Трудо, как абсолютный нарциссист и диктатор, сказал, что это не в его, как бы, что он не собирается, как говорят у нас, back down. Он типа стоит на своем, и вообще он в первые дни сказал, что это мелочня, как он выразился. Он так именно выразился, заметьте, премьер-министр, который в принципе, да, выбран не всеми канадцами, но должен представлять всех канадцев. Вот он вышел в прямом эфире, в эфире и сказал, что вот эта вот мелочня, которая собирается ехать там в Оттаву, они не представляют себе канадцев, вообще там какой-то мелочный процент, они вообще эгоисты, расисты. Короче, обозвал их
очень многими словами, очень многими наречиями и так далее. И это вот премьер-министр Канады, который должен как бы объединять страну, и который давно этим не занимается, а наоборот занимается расколом страны. Вот он их, короче, оскорбил, обозвал, назвал расистами, нацистами и так далее. Вот. И вот это вот, в принципе, клип уже довольно долгий, поэтому буду заканчивать. Вот это, в принципе, что происходило в Канаде с короной, ограничения, вакцинация и так далее. Следующий клип сделаю насчет именно начала протеста, основа для протеста, организаторы, как все начиналось и что получилось дальше. Спасибо.